Это уже не City Skyline, а симулятор Мурина, если честно. Все стоят на остановке, ждут автобус, чтобы поехать на метро. Всем привет, друзья! Настало время челленджей. Мне понравилась идея пользователя LoveLab, а именно застроить полностью всю карту высотками. А еще мне понравилась идея Starlight 6002, а именно построить город без промышленности. И я решил объединить эти идеи. Получится зеленый город с высотками. Это интересно. С первым заданием у меня могут возникнуть проблемы, так как я уже выяснил, что мой компьютер не вытягивает население больше 180 тысяч. Поэтому я решил немножко схитрить и построить весь город на архипелаге. Ведь здесь место для строительства всего лишь 16%. Ну, скажу сразу, терраформингом я заниматься не буду, так как в каждой серии для меня это сказывается очень плачевно. Так как я с самого начала не захотел загрязнять окружающую среду, я решил выделить местность под ветряные турбины. Я знаю, что вы мне писали, я также делал уже, что легче закупать сначала электроэнергию, и пока у тебя не построен относительно небольшой городок. Но я решил сразу выделить местность, потому что иначе я про них забуду, и мне придется сносить какую-то часть города. Вот часть земли я уже занял дорогами, соответственно, здесь будем строить пока малоэтажные здания, потому что многоэтажек у нас пока нет. При строительстве домов я что-то не рассчитал, что людям нужна не только вода, но и канализация. У нас же зеленый город, как мы будем сбрасывать нечистоты в реку? Поэтому я каждому жителю выдал вот такие ведерки и сказал: потерпите, скоро все будет. Можете поздравить моих жителей, они вытерпели. Теперь у нас есть водоочистительная станция, и теперь все нечистоты перерабатываются и идут обратно в водопровод. Вот нам стали доступны уже дешевые квартиры. Это уже ее считается высокой плотности. Но, к сожалению, она нам не подходит, потому что она выглядит само по себе не очень. Так что ждем 8 уровень города, когда нам станут доступны уже небоскребы. Я решил, что мы будем продавать электроэнергию. Но так как у нас зеленый город, у меня не было выбора, что строить, поэтому я построил солнечную электростанцию. Но скажу честно, мне кажется, она самая невыгодная электростанция всего, что есть в игре. В принципе, эта электростанция какие-то деньги приносит. Ну, ладно. Вы не представляете, как я рад, что у меня наконец-то 8 уровень города. Будем сейчас наших ребят переселять в высотки. О, что-то я уже и подзабыл, что тут такие большие дома. 144 семьи в одном доме. В принципе, нормально. Я думаю, мы всю карту застроим. Вот такой район я застроил. Единственное, что я хотел застроить полностью все высотками, но что-то посчитал, что какой-то уродский город получится, и решил немножко разнообразить его все-таки немножко зданиями пониже. Да простит меня LoveLab, во мне просто погибнет маленький эстет. Просто я не могу сделать такой уродский город. На пути строительства моего города мне попался небольшой холмик. Я решил не застраивать его, а просто сделать парковую зону. Также установил порт, чтобы люди добирались к нам не только по земле, но и воде. Постепенно наш город разрастается. Я переселил людей с маленьких домов в другую часть города. Также уже постепенно начинаю перестраивать офисный район на небоскребы. Также я уже начал заселять второй остров. Вот небольшой район уже небоскребов и жилой зоны у меня появилась. И также офисная зона. Как я говорил, у нас заводов не будет вообще. На удивление, город функционирует нормально из-за того, что нет заводов. Просто мы заказываем товары из других городов. Также сделал разметку дорог на третьем острове. Скоро также буду заселять туда людей. А вот к этому я не был готов. Из-за того, что дом набирает уровень, в нем становится больше домовладений. Мало того, что больше домовладений, так еще и в каждой квартире живет очень много людей. Да, у меня, наверное, в каждом видео какие-то приключения случаются. Мусоровозы так спешат на свою работу, что приходится выезжать им вертикально. Забавно. Интересно, конечно, что из-за неровности обтекаемость какая-то здания происходит, как будто вода какая-то. Вы знаете, я помню, грешил на искусственный интеллект, что он не умеет перестраиваться. Ну, смотрите, какие аккуратные водители. С крайней правой полосы перестраиваются все. Практически все аккуратно. Прям глаз радуется. А нет, все нормально. Это они, оказывается, здесь зато устроили вакханалию. Вот что значит большой город. Девушка на скутере упала. И никто ей не помогает даже встать. По ней даже некоторые проходятся. Что за люди? Одно сплошное... А нет, все нормально. Она просто отдыхала. Построил еще ЖД вокзал, чтобы люди смогли приезжать еще к нам на поезде. Ну и уезжать, соответственно. Но судя по тому, как у меня убавляются жители, они скорее больше уезжают, чем приезжают. Ну вот просто гляньте на эту статистику. Да, у меня население растет,
но она растет очень медленно по сравнению с тем, что было до этого. Я сначала грешил на безработицу, но безработица и до этого была такая же, даже может и выше. Но, скорее всего, как я понял, это дело в стоимости земли. Ведь не каждый в этом городе сможет позволить себе жилье. Я очень долгое время не хотел этого делать, ведь я думал, я обойду все-таки своими силами. Но мне пришлось это сделать. Я скачал мод на бесконечный спрос. И тогда только население начало расти. За счет этого получилось застроить 4-й остров. Здесь у меня получился студенческий район, 2 университета, один медицинский, другой технический, несколько колледжей, также несколько школ. Ну вот, как я и говорил, одни высотки на острове, но смотрится, мне кажется, не очень. Но студентам все равно, им лишь бы подешевле, поэтому я уже решил застроить так. Что самое интересное, с этим модом на бесконечный спрос люди ко мне начали приезжать на поезде, чтобы поселиться в моем городе. Из-за этого вот получаются вот такие очереди. Забавно, возле аэропорта я хотел застроить все высотками, но игра не давала мне это сделать. А жаль, я думал за косплею 11 сентября. Ой. Население у меня получилось больше 200 тысяч человек. Ну вот, как вы можете наблюдать, вот такой город у меня получился. Это первый остров, который мы застраивали. Также я поставил еще атомную электростанцию. За счет этого у меня выработка электроэнергии стала очень большая, и мы ее продаем. Только за счет этого, наверное, и живем. Не, на самом деле, кстати, за счет того, что здесь очень много колледжей, университетов, мы получаем очень много денег с образованием. Это уже 3-й остров. Здесь практически то же самое, что и на 1-м острове, и на 2-м острове. Ну и 4-й остров. Здесь я уже поставил только одни высотки, и здесь у меня живут одни студенты. Вы не думайте, у меня на каждом острове есть университет и колледж. Но здесь просто их побольше получилось, поэтому я называю это студенческий остров. Вы можете поделиться своим мнением о моем городе в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.